Привет, мои хорошие! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления супер аджики, которую закрываю не первый год, и она является спасительным ингредиентом для приготовления многих блюд. Изумительно сочетается и с мясом, и с рыбой, и с пельменями. Ее я использую в приготовлении даже супов и тушения. Супер блюдо, супер аджика королева. Она супер вкусная, бомбезная, остренькая, неповторимая и несравнимая ни с чем. Поэтому сейчас все расскажу и покажу. 2 килограмма помидор. Лучше использовать вот такие классные, красивые, мясистые, сочные, чтобы на выходе ваша аджика также обладала всеми этими прекрасными ароматами. Избавляемся от плодоножки, от всяких неровностей и непонятных штучек на помидоре и нарезаем на порционные кусочки, которые будет удобно в дальнейшем перерабатывать в мясорубке. После того, как переработали все помидоры, займемся красным болгарским перцем. Именно красным, если вы хотите, чтобы аджика была очень красивого, насыщенного цвета, но так можно использовать абсолютно любой цвет. Соответственно, цвет аджики у вас изменится. Берем 2 килограмма неочищенного перца, очищаем его от семян и плодоножки и нарезаем на кусочки, удобные в дальнейшем для перерабатывания в мясорубке. Следующим ингредиентом выступает острый перец. Я опять же использую красный по цвету, чтобы не потерять красивый цвет аджики. Отрезаю плодоножку, делю напополам и оставляю зерна. Мне потребуется 400 грамм. Можно использовать чуть больше, можно использовать чуть меньше, но я предлагаю соблюдать именно данную пропорцию, потому что в этом случае у вас получится самое лучшее, самое классное и очень насыщенная аджика кобра. Следующим ингредиентом у нас будет чеснок. Для того, чтобы в дальнейшем нам было проще его очищать, разделяем на зубчики. И вот, как я его разделила. Заливаем теплой водичкой, чтобы шелуха слегка набухла и нам в дальнейшем было легко и просто от нее избавиться. Вы же можете очистить чеснок любым удобным и любимым вами способом. После того, как чесночок, а именно шелуха, набухла, избавляться от нее очень легко и очень просто. Сплошное удовольствие, если у вас в консервации, в рецепте огромное количество чеснока. Мы с вами сделали самое и самое сложное. Это обработали все наши овощи. Далее нам потребуется мясорубка, через которую мы пропустим наши овощи. Сразу берем емкость, в которой будем тушить в дальнейшем аджику и перерабатываем все непосредственно в нее. Поехали! После того, как чеснок полностью переработан, отправляем острый перец. Следующим ингредиентом для переработки будет красный болгарский перец. Поступаем точно так же. Вот такая красивая масса у нас уже получилась, очень яркая, очень красочная. Дело осталось за мало, это протереть помидор, чем я и займусь. Соединяем 2 полученные массы, а именно помидорки, отправляем к остальным овощам. Теперь перемещаем нашу кастрюльку на плиту. Все хорошенько перемешиваем и доводим смесь до кипения. Из-за того, что мы использовали домашние, мясистые, хорошие помидоры, аджика получается густой. После того, как она закипела, добавляем 150 грамм сахара, 100 грамм соли и 100 миллилитров 9% столового уксуса. Все это перемешиваем и снова доводим нашу массу до кипения. После того, как масса закипела, убавляем огонь и будем уваривать до того состояния,
пока жидкость не отделится от основной массы. Я покажу, как это должно выглядеть. Процесс займет примерно минут 20. Итак, смотрим. У нас на поверхности образовалась вот такая вот жидкость. Это означает, что прошло отделение сока от основной густой массы. Все, аджика готова. Отключаем. Перед тем, как разливать аджику по стерилизованным баночкам, каждый раз обязательно перемешивайте, потому что будет происходить отделение основной жидкости от сока. После чего накрываем крышкой, конечно же, тоже стерилизованной. Плотно закручиваем, переворачиваем. Ну что же, мои хорошие, в итоге мы с вами получили целых 4 литра. Самый прекрасный, самый вкусный, классный, насыщенный, в то же время густой, неповторимый аджики. Наша королевская кобра готова. Теперь в таком положении даем баночкам остыть. Не накрываем их ни полотенчиком, ни чем абсолютно. А после этого храним даже при комнатной температуре. Поэтому хорошей вам заготовки, берегите свое время, свое здоровье и наслаждайтесь прекрасным продуктом в любое время года.